Здравствуйте, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо», с вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Премьер Венгрии Мадьяр усомнился в правильности экологического разрешения, выданного на строительство АЭС Пакш-2, подрядчиком которого является Росатом, и провести некий аудит. Мадьяр добавил, что из обмеления Дуная Будапешт изучает вариант полного пересмотра финансовой стратегии строительства АЭС. Борис Леонидович, а что это за аудит, что это за пересмотр и не сдала ли Венгрия назад? Давайте по порядку. Процитировано ТАСС. Такое впечатление, что выступление было достаточно пространным, его скомпоновали. И кроме того, подозрение, что это было больше предназначено не для внешних слушателей, а для внутренней венгерской аудитории, так скажем. Что касается аудита договора, который на основании межправительственного соглашения подписан между заказчиком в лице компании с оригинальным названием ПАКШ-2 ЛТД. Это государственная компания, напрямую подчинена, и акции принадлежат правительству Венгрии, мимо государственного концерна МВМ, который является владельцем и оператором ПАКШ-1. ПАКШ вообще без номера, но давайте для того, чтобы было понятнее, о чем говорим, пусть это будет ПАКШ-1 и ПАКШ-2. ПАКШ-1– это 4 реактора ВВР-440, введены в 70-е и 80-е годы друг за другом. Ни одного ядерного инцидента, работает и работает. ПАКШ-2– это то, что подписано в этом веке уже. Это 2 реактора ВВР-440, блоки... Это 2 реактора ВВР-1200 и блоки, соответственно, на них. На день сегодняшний общая установленная мощность ПАКШ-1 2000 мегаватт. Это отдельная история, как российские и венгерские атомщики друг с другом сотрудничают. 4 раза по 440 должно быть 1760. Тем не менее, 2000 мегаватт – это уже в базе данных МАГАТЭ. То есть, это не какая-то политическая придумка, это инженерный факт. Что касается венгерских атомщиков, надо отдать им должное. Они работают, не обращая внимания на политическую конъюнктуру, что, кстати, Максим может время от времени наблюдать в городе Подольске. Каждые 2 года конструкторское бюро «Гидропресс» проводит международные конференции по вопросам безопасности реакторов типа ВВР советско-российского дизайна. Каждые 2 года мы видим атомщиков в Венгрии, приезжают аккуратно, не обращая внимания ни на что. Общий мотив – радиация, мегаватты от того, как кто где голосует, какие санкции вводят, точно не зависит никак. В этом отношении они хороши. Что касается ПАКШ-2 и договора, который был подписан, и аудита, который собирается проводить новое венгерское правительство, 12 миллиардов евро сметная стоимость, из них 10 межгосударственный кредит. Контракт подписан на основании лицензии, которую выдал государственный регулятор Венгрии. Сейчас я должен произнести на венгерском языке полное его название, я этого делать не буду, у меня все равно не получится. Лицензия получена. Если какие-то пересмотры, соответственно, придется менять договор или украшать его какими-то дополнительными контрактами. Вот об этом, собственно говоря, Мадьяр и говорит. Что у них в Венгрии произошло? 24 июня в этом году, после выборов, на должность генерального директора заступил Аттила Шагади. Аттила – это имя, венгерское имя, не удивляйтесь ничему, пожалуйста. Но все остальные члены совета директоров на месте. Да, аудит проводить можно. Понятно, что это весьма крупный контракт, тем более для Венгрии. Естественно, есть подозрение, что какая-то коррупционная составляющая была, но это не касается Росатома, это касается предыдущего премьер-министра Виктора Орбана. Здесь уже внутри венгерские какие-то проблемы. Что касается комментариев со стороны Росатома, мы к диалогу готовы. Официальных запросов от венгерской стороны на проведение аудита пока не приводили. Готовы рассматривать, доказывать, за каждую копейку в этом контракте готовы отчитываться. Строительство первого энергоблока стартовало в феврале этого года. Осенью ожидается начало строительства на втором блоке. Вот теперь давайте двигаться к экологии, к окружающей среде. Впервые за 44 года эксплуатации работа атомной электростанции ПАКШ-1 была приостановлена. Причина – аномальная жара и то, что в проекте этой электростанции предусмотрено прямое охлаждение.
берем воду из Дуная выше по течению, прохладную, отправляем через теплообменник на турбину уже в виде пара, после пара конденсируем, ниже по течению сбрасываем горячую воду. Просто дешево и сердито. Первые остановки начались еще в июле. Причина — температура воды. 31 градус для Дуная — это очень много. Ограничения со стороны природоохранных надзирающих органов — 33 градуса после сброса горячей воды. Получалось куда-то за 35. Так, пошло первое снижение мощности. ВВР-440 весьма удобные энергоблоки. Очень обидно, что их перестали строить. Там две турбины по 220 мегаватт каждая. Соответственно, можно одну из них отключать. И, можно такой набор на этом реакторе. Две турбины работают, на том одна. Вот как-то так они проходили, постепенно снижая мощность. Но после еще двух волн жары просто стало мало воды. И здесь уже дело не в температуре, воды физически не хватает для того, чтобы станция работала корректно. Был момент, когда ПАКШ работала на одном энергоблоке, на двух турбинах, потом одну турбину пришлось выключать, и итого имели 240 мегаватт генерации вместо 2000. Пытались что-то придумать, поставить как-то баржи, чтобы воды в канал, подводящий к атомной электростанции, поступало больше. Еще что-то пытаются делать, но получается вяло. И когда Мадьер говорит о том, что нужно пересматривать экологические нормативы, давайте дословно приведем, правящая партия ТИСа будет реализовывать энергетические проекты, которые с точки зрения эффективности, безопасности и защиты окружающей среды соответствуют интересам Венгрии и венгерских граждан. О чем он, собственно говоря, о чем речь? Она, как у политика, не самая прямая. 2000 мегаватт электрической мощности с учетом коэффициента полезного действия в 33%, это 4000 мегаватт тепловой энергии, которую нейтрализовал Дунай. В случае ОВР 1200, да, электрическая мощность 2400, но тепловая нагрузка, которую предстоит принять Дунаю, 4800. Дунай не справился с четырьмя, будет в 1,5 раза больше. Понятно, что есть сомнения. Понятно, что это не претензия к Росатому. После того, как государственный регулятор подпись под лицензию поставил, с генерального подрядчика взятки гладкие. Вот контракт, вот разрешение, претензии к тому, как мы строим, есть? Нет. На этом разговор закончен. Неприятный момент для Венгрии, потому что в любом случае очевидно, что нужно рассматривать дополнительные какие-то системы охлаждения. Какими они могут быть? Это должен раздаться вопрос от регулятора сначала заказчику, то есть компании ПАКШ-2 ЛТД. От заказчика этот вопрос перейдет Росатому как генеральному подрядчику. Можете ли вы рассмотреть варианты дополнительных систем охлаждения? Брызгальные бассейны, я не знаю, сухие градирни, мокрые градирни, артезианские скважины. Вот придумайте что-нибудь. Это уже будет стоить дополнительных денег, поскольку все вопросы, которые от государственного регулятора Венгрии в адрес Росатома были, они учтены при проекте, на который получено разрешение на строительство. Это проблема. Проблема тем более значимая, если вспомнить, как должно выглядеть ввод новых блоков и вывод из эксплуатации старых. Тоже, на самом деле, не так все просто. По контракту оба блока должны быть введены в 1931 и в 1932 году друг за другом. ПАКШ-2, первый блок в 1931 году, второй, соответственно, в 1932. При этом вывод блоков ПАКШа первого закончится в 1937 году. То есть будет момент, когда будут работать оба новых реактора и будут продолжать работать 3 старых. Это значит, что тепловая нагрузка на Дунае будет составлять 4 гигаватта от новых блоков и порядка 3 от тех, которые будут еще в работе. И это действительно очень серьезный вопрос, очень неприятный для Венгрии. Такой сюрприз от Дуная никто не ждал.
Но главный вопрос для Венгрии, что будет, если атомная электростанция остановится по причине вот такой тепловой нагрузки, отсутствия градирин. Работа атомной электростанции в режиме то потухнет, то погаснет Венгрию точно не устраивает, и причин здесь две. Энергодефицит в Венгрии традиционно порядка 25%. Это их зависимость от поставок из соседних государств. При этом ПАКШ-1 – это 50% собственной генерации. В том случае, если ПАКШ-2 работает корректно, это исчезновение энергодефицита и энергетическая независимость Венгрии не на словах, а на деле. В том случае, если ПАКШ-2 не включится по причине маловодности Дуная, это означает просто критическую зависимость от соседей, так как это выглядит сейчас. Я не могу сказать, что в Венгрии очень сильно радуются тому, что необходимо платить всем поставщикам, в том числе, кстати, и киевскому режиму, поскольку атомные электростанции на территории Украины имеют воздушное охлаждение, за исключением южноукраинской, но южноукраинскую проектировала, строила точно предыдущая цивилизация. Там в едином комплексе с атомной электростанцией ГЭС и гидроаккумулирующая электростанция. То есть добиться того, чтобы не хватило воды здесь, это надо уже невероятные усилия со стороны климата. Климат пока на такое не способен. На день сегодняшний Венгрия получает электроэнергию из Чехии. Там атомные электростанции Градир не имеют такой зависимости от воды, нет, все работает штатно. Венгрия получает электроэнергию из Словакии, там атомные электростанции имеют Градирни, и все работает штатно, а у Венгрии вот такая проблема. Мадир, надо отдать ему должное, достаточно корректен. Он не давит на то, что надо запретить строительство ПАКШ-2. Он говорит о том, что нужно учитывать новые климатические сюрпризы. И он понимает, что на этот вопрос ему отвечать будет его государственный регулятор. Не Росатом, у которого на руках документы, которые позволили ему начать строительство в соответствии с теми требованиями, которые были на момент подписания контракта. Как будет оформляться? Ну, строительство Градирина достаточно дорого, это еще и проект придется немножко менять, чтобы было понятно, о чем речь. На Ленинградской атомной электростанции 2 для реакторов ВВР-1200 Градирни имеют высоту 179 метров. Колоссальное вложение, просто потому что это действительно колоссальная постройка. Что такое Градирни, на всякий случай напоминаю, используется такой общий физический принцип – тяга. Высокая труба, тяга снизу вверх, разбрызгиваем воду, тяга поднимает ее наверх, она конденсируется до более холодного состояния, падает вниз, собираем, отправляем на второй заход. Дорогое удовольствие. Расход воды все равно есть. За счет испарения часть воды уходит в атмосферу, приходится добирать. Если добиться полной независимости от водозабора, то это сухие градирни, так называемые, разработанные в свое время венгерскими специалистами. Компания МВМ «Эги» работает и сейчас, работает безукоризненно. Метод работы, те, кто из вас, уважаемые зрители и слушатели, кто имеет в пользовании автомобиль, радиатор видели. Идея до предела простая. Пар прошел через то, что нужно было охладить или нужно было нагреть, сконденсировался и ушел в радиатор. В автомобиле это некая плоская панель, которая охлаждается за счет окружающего воздуха. В случае крупных электростанций поверхность имеет ребристую такую рельеф с тем, чтобы воздух как можно больше контактировал. МВМ ЭГИ это умеет. Впервые это в Советском Союзе было использовано для Билибинской атомной электростанции. Там причина понятна. Поставишь градирню, ну, будет падать у тебя град в виде замерзшей воды. Использовать какую-то воду из рек или еще откуда-то в Билибино можно 2 месяца в году. Поэтому появилась сухая градирня, которая работает даже в Арктике. Надо отдать МВМ ЭГИ должное. Они работают не только с атомными электростанциями, разумеется, но с любыми тепловыми, там, где такие вопросы есть. Что касается Европы, их системы стоят в Скандинавии, их системы стоят в Португалии, то есть во всех климатических режимах МВМ ЭГИ способны работать, но это дорого. Но зато полная независимость от воды. Вода не испаряется, она пришла вот в такой радиатор крупного размера, остыла за счет атмосферы и ушла на второй круг.
Испарения нет, потери воды нет, независимость от Дуная полная. Но дорого. Ну, соответственно, венгерскому регулятору, венгерским панаточникам, венгерскому правительству надо решить, как отвечать на вопрос. Да, дополнительная система охлаждения – это дорого, но это точно дешевле, чем остаться без электроэнергии в моменты пикового спроса. Разумеется, в Венгрии при температуре в 40 градусов на улице спрос резко вырос. Кондиционировать надо все помещения, не только те, в которых мы живем, но и где мы работаем. Даже если речь идет о столице Венгрии, о Будапеште, это магазины, офисы, социальные и медицинские учреждения, спрос резко вырос. И в это время Дунай преподносит сюрприз атомной электростанции, производство электроэнергии падает. Так что непростой момент наступает у Венгрии. Все, что высказал господин Мадьер, не касается Росатома. Если будут претензии по подписанному контракту, готовы обсуждать. Если условия контракта нужно пересматривать в связи с тем, что нужны дополнительные системы охлаждения, это дополнительный контракт или изменения, или еще как-то, и, конечно, решение вопроса с финансированием. Венгрия не относится к сверхбогатым странам, для нее это чувствительно, а в условиях, когда есть зависимость от импорта электроэнергии, чувствительно вдвойне. Вот такое грустное выступление господина Мадьера. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на Геоэнергетика. Инфосылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.